весы. Клен. Смотрите, как интересно. Весы – это всегда знак, да, с весами. Вот висячим чем-то в руке, и клен такой же. И вот эти сережки клена, которые висят на нем, тоже ощущение весов создают. Клен – это человек, который берет на себя очень много и тащит. И тащит всех и вся. Тащит детей до уже такого возраста солидного, тащит мужа, тащит любовника, тащит свекровь и прочее, прочее. Сама справедливость. Она же не бросит человека в трудную минуту. Она же не сделает, понимаете, больно человеку. Она же вся справедливая. Клен. Клен награждает людей тенью, награждает людей плодами. И в то же самое время клен весь обвешанный проблемами. Это люди, которые обвешаны проблемами. Основное количество этих проблем не принадлежит им. То есть это не их проблемы. Они тащат чужие проблемы. И им стыдно их бросить. Потому что несправедливо же, чтобы человек страдал. Вот человек не заслуживает, жалко его, надо помочь. И поэтому клены всю свою жизнь вот такие, знаете, многострадальные люди. Но из-за этого они рано стареют. Очень много заболевших именно онкологией, именно весы. Потому что онкологией, как правило, болеют люди, которые много отдают за жизнь людям, но ничего обратно не получают. Понимаете? Они энергию отдают, обесточиваются, обратно ничего не берут. Как правило, весы – это хорошие снохи, к которым вся родня приезжала, все сидели, ха-ха, хихи, пили, гуляли. Утром она вставала, готовила, до утра мыла посуду, чистила, ничего не говорила, молчала, потому что я же здесь сноха, это справедливо, я жена, я мать, я должна делать. То есть это знак, который себе говорит только одно: я должна, я обязана, я же вот я могу, я сильная и прочее, прочее. Поэтому будьте осторожны, уважаемые клены. Такие люди рано умирают, потому что берут на себя очень много и тащат всех. Сильный человек, я вам повторяю, это не тот, который за всех делает. Тот, который за всех делает, он удобный человек, он всем удобный. Сильный – это тот, который может заставить всех делать, как он хочет. Вот тогда он сильный человек. Понимаете? Всем давать свои распоряжения. Но есть исключения среди весов. После 40 лет они могут стряхнуть с себя вот эти все вот сережки и совсем по-другому начать жить. И тогда кленов не узнают. Они резко меняют общение, резко меняют круг друзей, резко все меняют, резко все выкидывают в стороны и начинают совершенно другую жизнь. И, как правило, клены всю свою жизнь тащат еще груз родителей. Они считают себя виноватыми в бедствиях родителей, потому что, как правило, кленам попадаются такие родители, которые говорят все время: вот ты родилась, поэтому я не вышла замуж, я посвятила свою жизнь тебе. То есть они манипулируют кленом, понимаете, манипулируют тем, что вот ради тебя, для тебя я живу, для тебя делаю и так далее. И кленам кажется, что они обязаны до конца жизни своим родителям, естественно, но то есть они виноваты в том, что их жизнь не получилась. Вот если бы я не родилась, мама бы моя вышла замуж, вот если бы не я, вот она бы не мучилась, если бы и так далее, и так далее. Они просто всю жизнь тащат этот груз и чувство вины, потому что в них чрезмерно обостренное чувство справедливости. И это просто доходит уже иногда до одержимости. Так нельзя жить. Поэтому придите в себя и откиньте эти все сережки к чертовой матери, иначе сойдете с ума.